Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Я здесь вижу, есть Хан, есть Зевс. И знаете что, вот совершенно недавно мне писали... Вот это я люблю, когда со старта мне приходит гоблин-убийца. Я прям обожаю, когда со старта приходит гоблин-убийца. Это прям... Вах! В общем, мне в комментариях недавно написали о том, что боги, орки плюс шаманы... Это прошлый век. Знаете, так как здесь есть хан, давайте все-таки попробуем собрать богов-орков. Плюс шаманов и, естественно, с ханом. Куда же без него? Без него эта сборка будет не совсем полноценная. Но также, на самом деле, если бы здесь был орк-чернокнижник, было бы намного проще мне играть. А так, скорее всего, без орка-чернокнижника мне будет довольно-таки тяжело играть. Ну, в принципе... Ого. А что, так можно было? А что, так можно было? Давай Дискорд. Ладно, ну, колечко... Нет, мне не надо колечко. Броня... Я броню оставлю. Броня лишней не будет от слова совсем, особенно когда у вас есть Джиггернаут. Плюс со старта я не думаю, что кто-то будет собирать чистый урон. Единственная какая проблема может у меня быть, это кунг-фу. Это единственная проблема, которая может быть, это кунг-фу. Так, это мы скипаем, оно мне не надо. Так, это мы тоже скипаем, оно мне не надо. Клевер мне не нужен, поэтому берем кристалл. Блин, как же поступить? Потому что я хочу поставить все-таки панду попробовать. Может мне придет хоть какая-то панда, там, панда-шаман, кунг-фу. Я буду только рад, если ко мне со старта придет кунг-фу панда, либо же шаман панда. То есть одно из двух было бы идеально. Так вот, мне в комментариях написали о том, что если что, то боги-орки это очень слабая синергия. И ее очень легко контрить. А вот как раз мне со старта и приходят орки, поэтому что? Правильно. Мы будем играть точно на орках. Эти предметы мне не нужны. Талисман счетчика я возьму. Я потом, ну, попозже объясню, почему я талисман счетчика взял. Вот. Я так не считаю. И тоже я считаю, что эту синергию можно довольно-таки просто законтрить. Хотя, если быть откровенным, ее законтрить могут только сильные сборки, такие как Свен, Драконы, Ведьмаки, естественно. Ну, с Спектрой вообще идеально было бы. А по поводу нежити и Триохотника, то есть через Керимуэрту, это уж вряд ли. Уж вряд ли. Я надеюсь, что здесь будет собирать нежить. И если будут, соответственно, здесь собирать нежить, то, соответственно, вы все сами увидите. Мне даже ничего показывать вам не нужно будет. Как боги-орки чувствуют себя без пятерки легендарной, который чернокнижник. Хотя на самом деле, если была бы пятерка вот эта легендарный чернокнижник, было бы так легко играть. Было бы просто идеально играть. Как хорошо мне приходит. Что-то мне подсказывает, что панда ко мне не придет. Давай-ка мы ее продадим, и я лучше поставлю 2 гиды. Жалко, конечно, у меня дискорд не выпал. Очень жалко. Трента я оставлю, может мне получится ее быстро собрать в троечку. Если получилось собрать бы его в тройку быстро, это был бы максимально лютый импакт. Не знаю, может отдать ему предметы. Трентухи. Да, я дам Трентухи предметы. У Трента минимальное окно между ее способностями, плюс он будет очень много хилить. Это прям вообще песенка. Вот и посмотрим сейчас. Не ошибся ли я с выбором насчет того, что пока что Трента керить? И на самом деле нет, я не ошибся. Посмотрите, насколько сильно он отхиливает. Боже, я надеюсь, в каком-то ролике у меня получится собрать его раннего или раннюю. Не знаю, короче, бревно в тройку хочу собрать и все. Я не знаю, как его правильно назвать. Ну, бревно в тройку, все он у меня будет. 2 агра, это, конечно, приятно. Возьму на всякий случай. Может быть, я даже и выставлю как-нибудь его. Может быть. Не гарантирую, но может быть. Так, что там, запись идет? Запись идет, отлично. Так вот, написали, что боги-орки слабая синергия, ее можно законтрить как 2 пальца об асфальт. Я с этим не спорю. Эту синергию можно довольно-таки легко законтрить, но суть ее в том, что она максимально простая, максимально универсальная. И каждый герой здесь полезный. Ну, ладно, Акс не совсем полезный персонаж. А вот остальные герои, они очень полезные персонажи. Поэтому я и говорю, что сомнительно сильно. Вот, смотрите, сейчас пришли ко мне охотники, и это один из моментов, что... Вау. Так подожди, я сейчас 2 котейки ставлю. Агров продаю.
И, наверное, сейчас возьму уровень, наверное, возьму уровень. Я возьму уровень и сделаю вот такой вот себе билд со старта. Смотрите. У меня 2 цветки, 2 гидки и шаман лавы 2 штучки. Замечательно? Я думаю, это просто шикарно. Это максимально шикарно, я считаю. Жалко, здесь цветки пятерки нету. Я бы тогда попробовал собрать гоблинов мехов. Хотя на самом деле, ну, к этому я сейчас попозже приду. Давайте перейдем вот к текущему билду. Смотрите, как у меня сейчас сильный стол. У меня 9 фигур, да, они все в единицу. В идеале, чтобы они были все в двойку, но и в единицу, извините, они тоже хорошие. Как минимум, дебаф нежити они сразу скидывают. Даже ж такое, у меня горло першит очень сильно. Как будто я сейчас буду кашлять. Ну ладно. Так вот, я сейчас поставил сильный билд. В идеале, чтобы это были все двойки. Но это я уже говорил, естественно. Так вот, перейдем обратно к тому, что богов-орков очень легко контрить и в чем их плюсы и минусы. Смотрите, богов-орков довольно-таки легко контрить. Тут я полностью согласен. Элементарно ты можешь 6-9 охотниками законтрить богов-орков, но не Джаггера. Не Джаггера, я подчеркну, не Джаггера. Но все будет зависеть от того, какой у вас керри, какой у вас сетап, какие у вас предметы у вашего противника, и у вас, естественно. Поэтому к этому мы потом, думаю, в каточке будут такие ситуации, где мы увидим прекрасно, когда шмот решает, когда шмот не решает. И все-таки билд слабый. Ну, надеюсь, что это получится. Со старта контриться довольно-таки легко. Вот это много физического урона, то есть много моментального урона, либо же очень быстрого урона. Такие меты, как звери через синергию Киры будут хорошо работать, то есть рыжий лис довольно-таки легко законтрит эту всю сборку богов-орков. Собираете рыжего лиса через, естественно, синергию Киры, все дела, через зверей. И с одной крутки выносите весь стол орков. Но, я хочу подчеркнуть, не всегда это будет так просто сделать. Я бы даже сказал, очень непросто будет это сделать. И я думаю, все прекрасно понимают, почему. Орки, они очень жирные. И если правильно собрать орков, найти ту же самую плиту, кирасу, щит 5-го тира возвратку, найти маску 5-го тира на отхил, радианс, алое сердце. То есть вот такие вот предметы понаходить, то рыжий лис сможет забрать эту всю сборку только с 3-4 круток. У вас будет куча армора. А мы знаем, что звери снижают 80% уязвимости. А так, если у вас хорошие предметы и вы все правильно и грамотно сделали, то, соответственно, у вас будет очень много уязвимости. И максимум, что сможет вам срезать такой зверь, это примерно 20% он срежет вам. И все. Соответственно, сила рыжего лиса, она будет падать. А так как, извините меня, орк в лейте становится сильнее. Чем меньше у вас хп, тем, соответственно, орк становится намного-намного сильнее. У него хп умножается на его отсутствие хп шахматиста, вдруг кто не знает. Так вот, у вас куча хп, у вас есть Джаггернаут, который имеет полный иммунитет к... Полный иммунитет, почти, ладно, почти в этом патче, почти. Я все время забываю за этот момент, но на самом деле его сила в том, что, во-первых, у него 80% сопротивления к магии, это раз, и у него полная неуязвимость к дебафам, таким как цепочки и тому подобное. То есть всякие цепочки и так далее, и так далее, и так далее. И обидно, конечно, что у меня сейчас не упал Дискорд, я хотел Дискорд найти. Так вот. Сейчас посмотрю, какой у меня предмет упадет, и продолжим. Бог пришел, отлично. На самом деле мне нужно в деньги выходить. Барабан войны мне нужен. Барабан войны мне нужен. Массовая мана ни в коем случае лишней не будет. Вообще не будет лишней. Жалко Дискорда нет. Был бы Дискорд, я бы в эгиду закинул и, может быть, даже попробовал собрать его вдвое. Вот, кстати, смотрите, сколько мертвецов и охотников сейчас в катке. Я уверен, что будет очень тяжело мне играть. Да боже, как у меня голос хрипит. Алло, успокойся. Санечек, успокойся. Так вот. Много моментального урона, одноразового, моментального, может эту сборку смести в хлам. Плюсы богов-орков в том, что это очень легко собирается. Вот, кстати, смотрите, там Юриох, он будет собирать себе через убийц ведьмаков и керри Эмбер. Скорее всего, будет так. Он заберет его в двойку и, скорее всего, будет так играть. Я записал один ролик. Ладно, я спойлеры открою. Я записал Эмбера. Эмбера я записал через ведьмаков-убийц, но выложу ее чуть-чуть попозже. У меня тут мега-битва гид с гоблином. Вот.
Выложу я ее попозже, не сразу. То есть время придет, я выложу. Пока что не могу ее выложить. На ней нужно еще немножечко поработать. На самом деле у меня просто место на диске закончилось, и мне надо немножечко расчистить свой стол, поэтому я поочередно все повыкладываю и выложу Ведьмаки Убийцы. А Ведьмаки Убийцы это будет как вишенка на торте. Ну, как-то так. Вот. Чел будет играть через Ведьмаков Убийц и Керри Эмбер. Возможно, даже и Киру сделает. Не факт. Против меня сейчас куча нежити, против меня куча охотников. То есть дефолтное ранговое лобби, которое сейчас видит каждый абсолютно. Ну, я думаю, ни для кого это будет не секрет. То, что в каждом лобби сейчас охотники, нежить и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, я сейчас обратил внимание, что у меня 95 хп, 30 монет на 12 раунде. Если честно, это обалденная ситуация. Это максимально шикарная ситуация. Да, у меня что-то, ребят, дико извиняюсь, но у меня что-то голос сел. Не знаю по какой причине, но он... Но вы сами, я думаю, слышите прекрасно, у меня почему-то реально голос сел. Ладно. Надеюсь, это пройдет. В чем же сила орков? Я вот начал в начале и сейчас... О, да. А знаете что? Так как я уже раунд проиграл, я, в принципе, могу свой стол сейчас разобрать, вот этот вот супер магический, выставить жрецов и уже идти через лустрик и, соответственно, копить баночки. Пока, наверное, пусть стол у меня такой постоит, в принципе, плохого ничего не случится. Вот. У орков очень сильные фигуры, они все полезные. Вот просто вдумайтесь на мгновение. Есть орк-шаман, который, ну их два даже там есть, которые дают сайленс. Один чистым уроном, один магическим, но с огромной площадью. И, соответственно, шаман лавы тоже дает огромную площадь сайленса, но он дает чистый урон. И, в принципе, все. Тут как бы нечего даже добавить, потому что два шамана, это раз. Третий момент, второй момент, вы берете солнечного шамана, докидываете через волшебников и получаете 3 шамана. Сильно? Я считаю, да. Третий момент, у него есть суммонеры, такие как орк-охотник, орк-жрец. Джаггер на 13 раунде пришел, спасибо. Я польщен, молодой ты человек. Я очень польщен тем, что ты ко мне пришел так рано. Очень рано ты ко мне пришел, дорогой. На самом деле я с долькой сарказма об этом говорю. Такой, знаете, лимонная долечка сарказма. Немножечко, такой присыпочка чисто. Вот. Все фигуры очень-очень полезные. Я бы сказал, даже максимально полезные фигуры. Бесполезных почти нет. Ну, только Акс. На самом деле, вот этот Акс, который агрит, он реально бесполезен. Я не вижу в нем никакой пользы. Если вы в нем видите, напишите, соответственно, в комментариях. Единственная польза, которую я вижу, это то, что можно будет закомбинить и поставить 6 воинов. То есть у вас будет 6 богов, 6 богов, 4 бога, 6 орков, 6 воинов. Я, кстати, сейчас буду расформировать свой билд, вот этот супер магический через цвет. Свое они сделали, поэтому я, в принципе, спокойно беру и выкладываю, выставляю вот так, говорю, выкладываю. Просто, ну, что я выкладываю там. Вот. Все фигуры очень полезные. Во-первых, вы можете играть через лустрик, это вам в пользу, потому что вспоминаем, чем меньше у вас хп у орков, то, соответственно, тем больше у вас хп при полной синергии орков. Умножается это на 800%. То есть 15 умножаете на 8, получаете количество хп, которое вы получите прибавкой. Я рекомендую юзать полный баф орков только тогда, когда у вас меньше 50%, меньше 50 хп. Тогда вы реально ощутите бонус. Ну а так вы получите, ну, мизерный бонус. Как-то так. В принципе, тут даже и добавить больше нечего, я думаю. Все герои у вас плотные, соответственно, чем больше у вас плотности, тем, соответственно, вы дольше живете. И против нежити это работает двояко, на самом деле. То есть, если у обычных фигур третьего уровня у вас было бы где-то по 1500 хп, да, ну да, где-то 1500 хп было бы, то в данном случае у вас будет где-то 2,5-3, то есть 50% просто срежется, а так как еще надбавка орков идет, то 50%, и в принципе у вас плотность ваших фигур остается как будто не третьего уровня, все. Плюсы, я считаю, да, это огромные плюсы. Я, кстати, лунруидом или поставить лустрик. Не, я, наверное, через лустрик пока поиграю. Рок войны возьму. Я закину орка жреца пока что.
Потому что орк-жрец будет суммонить из могилы фигуры, и для меня это будет огромный плюс. Вот еще, кстати, еще один плюс орков. Вариативность сборок настолько колоссальна, что диву даешься. Во-первых, вы можете сыграть не через Джаггера. То есть, если там нету много магического урона и тому подобное, у вас есть хорошие шмотки магические, вам, дай боже, пришел Зевс в двойку, есть посох 5 тира, который умножает способность, все. Вы выиграли джекпот, вы можете сыграть через Зевса. Не знаю, в этой катке может и получится мне показать Зевса в двойку с перестройкой в магический билд именно через Зевса. Не факт. Не факт, что получится. Вот, кстати, я сейчас предметы отдам в этого Бистмастера. Вдруг кто не знал, его зовут Бистмастер. Он суммонить будет кабанчика, так как у меня есть рог войны, он с этим рогом войны сейчас так будет суммонить, что ну его в баню. Как-то так сделаю расстановку немного, потому что нежить находится больше с правой стороны, и мне надо, чтобы шаман лавы закастил свою способность прямо ему на лицо. И берем уровень. Дальше мне нужно выйти в 9 уровень минимум, чтобы моя синергия полноценно работала. Этот момент мы, думаю, учли. Все фигуры полезные. Гритера, кстати, вы переживаете чуть ли не расплюнуть, потому что у вас очень плотные фигуры. И как мы видим, кстати, еще огромный плюс, если вы играете через Джаггера. Муэрта вам делает ровным счетом ничего. Вообще ничего. Единственное, что она может сделать, это в окно 3 секунды нанести свой урон физический. А у нее же магический урон, как мы вспоминаем, да, основной. И, соответственно, весь ее основной урон идет куда? Правильно, лесом. А еще, как мы видим, кабанчик почему-то дамажит Муэрту. Надо это запомнить. Запомните, кабанчик почему-то только что дамажил Муэрту. Мне не совсем понятно, почему он дамажил Муэрту. Но, по-моему, это было супер сильно. Я еще сейчас пообращаю внимание на это, если получится. Но, по-моему, это сильно. Я, кстати, немножко лучше из инкама выйду. Пусть у меня на 19 раунде будет 8 уровень. И шанс выпадения моих фигур будет намного выше. Таких как Хан, такой как Зевс. То есть, такие фигуры мне нужны. Вот. И как-то так сейчас расстановку сделаю. Потому что тут есть еще и охотник нежить. То есть, куча охотников. Обычное дефолтное лобби. Ну, короче, все как обычно. Я думаю, кстати... Ну вот, кстати, охотники это хороший контрпик богам-оркам. Если кто-то думает, что нет, то, ребят, на самом деле да. Спасибо, что, кстати, Джаггер мне на 19 раунде пришел. Ради тебя, дорогой, я даже взял уровень, понимаешь? Ради тебя. Не ради кого-то, а именно ради тебя я взял уровень. Чтоб ты пришел в двоечку на 19 раунде. Почему я часто говорю? Кто смотрит часто мои ролики, тот сразу замечает, насколько у меня лютая удача. Насколько люто мне приходят фигуры очень поздно. Вот, кстати, сейчас, когда ко мне придет еще один волшебник, я, в принципе, могу выставить уже full свою синергию. 6 орков и, соответственно, 4 бога. Это будет уже сильно. Кстати, любой контроль, кроме баша 4 тира, не работает сквозь крутилку Джаггером. Это надо учесть, потому что это очень сильно. И очень душно. Очень душно. Но моя цель это 9 уровень. Без 9 уровня будет грустно. Кстати, мобы. Я очень сильно надеюсь, что сейчас ко мне придет либо божественный отпечаток. Хотя, зачем мне тут божественный отпечаток? Не, можно, конечно, его и взять. Но так как мне по-любому нужен хан, я по-любому буду через него играть из-за того, что у меня будет солнечный шаман, да и в целом у меня будет синергия шамана в комплекте с богами. Поэтому мне бы желательно что-то на реген. Но только мне все равно придется подумать над тем, взять ли отпечаток. Потому что если я возьму отпечаток прямо сейчас, если он мне, конечно, упадет, не факт, что он не упадет, то все будет замечательно, и у меня будет 4 бога уже. И то есть я могу попробовать, ну, тут нет орка-чернокнижника 5 тира, поэтому мне, в принципе, как-то и нет смысла брать этот божественный отпечаток. Тут есть хан, тут есть Зевс, тут классные фигуры есть. Ну, кстати, Гранд-Геральт, отлично. Я уже могу. Я возьму бусы. Я возьму бусы.
Потому что бусы это сильнейшая шмотка, которая только может быть. Я, кстати, мог бы сейчас одного орка убрать, что, наверное, и сделаю. Поставлю лучше 4 бога. Под 4 богами у меня Джаггер будет вечно крутиться, естественно. И будет раскручивать своих врагов. Ну, наблюдайте за этим блендером и все. Это такой блендер сейчас будет, что всем блендерам блендер. Секунду. Короче, я думаю, вы все прекрасно поняли. Фигуры очень полезные у орка. Очень полезные. В комбинации с богами они шикарно полезные. Тот, кто придумал, что можно от синергии делать богов, он гений. Но на самом деле настолько вариативность большая стала, что прям диву даешься. И вот еще одна вариативность, о которой я вам хотел сказать. Вы можете сыграть на орках с богами, как вы хотите. Вы можете потом перестроиться в фулл жрецов и брать вражеские фигуры под контроль. Так вы можете играть через шаманов из фулл горн. Так вы можете еще играть не только через фулл шаманов и фулл горн, а можете еще играть через чернокнижников. То есть, если у вас есть орк, пятерка, чернокнижник, то все, вы выиграли джекпот. Собираете 4 чернокнижника сверху, у вас 25% от хила. Кстати, еще один момент. Когда Джаггер крутится, то в крутилке дебаф взгляда Азеса не работает на Джаггера. Мало кто об этом знает. Но вот вам я рассказываю, что в крутилке дебаф взгляда Азеса не работает на Джаггера. Это вдруг, кто не знал, раскрываю вам такие тайны. Раскрываю тайны билда. Меня смотрит довольно-таки большая аудитория. Если они, конечно, естественно, прислушиваются к моим билдам, а я думаю, прислушиваются к моим словам и билдам, они понимают, что если не работает взгляд Азеса, это прям лютое. Ну, это люто. Понимаете? Что нужно Джаггеру? Если в игре нет моментального урона, нету много урона физического, то есть такого как Джиггернаут, такого как охотники. То есть охотники это не моментальный урон, это много урона и в маленький промежуток времени. Чисто раскрутил. Ну вот видите, тут Тракса в единицу максимально много урона внесла только что, потому что сработал что? Правильно, баф охотников. Ну ничего страшного. Я получил -3, зато у меня есть баночка, и есть шанс того, что у меня сработает не минимум хп, а максимум хп. Я получу 6 хп. И, кстати, можно попробовать фулл орков выставить, что я, наверное, сделаю, потому что там уже 2 нежити собралось фулловых. Поэтому, да, я, наверное, так и сделаю. Я выставлю уже фулл богов, фулл орков. Как раз смотрите, у меня сейчас будет огромнейшее количество хп, а так как меня нежить, естественно, будет дебафать это хп, у меня было бы сейчас не 600 хп у Джаггера, а вот сейчас посмотрим, сколько будет. Там, кстати, 6 шаманов собралось. Это проблема немного. А еще есть убийца. Это еще одна проблема, еще одна заноза. Да, видите, бусов не хватает мне на отхил. Вот не хватает и все. То, что я говорил, моментальный урон через ведьмаков-убийц, это проблема. Эту проблему нужно решать. Я, кстати, сейчас буду ролиться. Так, яичко, отлично, спасибо. Всегда мечтал, чтобы мне яйцо пришло. Ух ты. Вау. Вау. А безоруш мне нужен, как минимум, это уклонение. Уклонение. Плюс обезоруш. Так что, в принципе, замечательно. Вот эти бусы 3-го тира, они полезные. Не думайте, что они бесполезны. Нет, ребят, они полезные. Просто здесь очень много физурона. Много. Вот Челу на 10 уровне уже спектра пришла. Скорее всего, ведьмаков еще поставят. Не знаю, но посмотрим. Вот, кстати, смотрим, как боги-орки себя чувствуют против таких билдов. Сколько там нежити? 3-4 нежити и 3-4 охотника, да? Сейчас надо будет посмотреть еще раз. Сейчас хочу понаблюдать за игрой. Ну вот, смотрим, как себя чувствует бог-орк Джиггернаут, который крутится вечно. Максимально много откила на весь магический урон. Ему плевать абсолютно. Да, видите, кстати, когда он 2-го уровня, у него есть небольшое окно, где он может получить по щам. То есть там доля секунда, это из-за того, что он 2-го уровня. Был бы он 3-го уровня, этого окна бы не было. Кстати, реально кабаны, походу, дамажат сквозь Муэрту. Сквозь баф Муэрта. Я впервые такое вижу. Поправьте меня в комментариях, если реально он не дамажит. А мне просто кажется. Но если мне не ошибает, ну, если мое зрение меня не подводит, то, по-моему, дамажит сквозь крутилку, сквозь форму,
Да что ж такое? Сквозь форму Муэрты. Там чел на 9 уровне нашел. Короче, и я сейчас заговорился чисто из-за того, что я увидел, что чел первый нашел себе сейчас уже лича. Извините меня, найти лича на 9 уровне так рано. Имея еще и лютый винстрик. Я не знаю, кому они там возводят молитвы, какие иконы вокруг они стола делают. Чтоб мне такое пришло, мне нужно потеть, что не в себя. Даже на лютом винстрике, даже на 10 уровне. Чел, кстати, вылетел. Это был маг-дракон, если что. Он вылетел. Но у него там все плохо было, поэтому... Ну, просто не его игра. Так, после жертвы мне надо. Мне нужно как можно больше дамага в Джаггернаута. Можно... А ну, что я могу тут скипнуть? Это могу. Если еще это... Но мне придется еще и ману скипать. Можно обезоруш, в принципе, скипнуть. Я в обезоруш особо как-то не верю. Хотя... Была не была. Классный посох. Я не спорю, это классный посох. И коса классная. Короче, все три предмета очень полезны, но я возьму щит. Объясню сейчас почему. Щит имеет шанс 40% вернуть любой урон. Любой урон, любой дебаф. Поэтому щит для меня это must have. Вот если бы обезоруж сейчас отразился этим щитом, то, естественно, тот человек, который накинул меня обезоруш, был бы сейчас обезоружен. И все, и суши весла. Плюс, сколько урона я могу вернуть, пока меня бьют? 1 000 000. Вот, кстати, смотрите. Как бусы меня выручают, да? Насколько сильно бусы меня выручают. И насколько сильно меня выручил только что щит. Сколько раз он вернул только что урон? Сколько? Очень много раз он вернул урон. Вот, если бы у меня сейчас на таком раунде был бы Джаггер в тройку, то там GG было бы. Я, кстати, беру уровень. Мне нужен 10 уровень. Я, наверное, уже выйду из инкама и буду полностью ролиться. Или так пока оставлю, пока жрецы есть. Не знаю, сейчас посмотрим. Там 3 нежити. 3 фуловых нежити. 3, мать его, фуловых нежити. Серьезно? Раз, два, три. И убийца-ведьмак. Вот, кстати, на этом моменте можно уже так вот скрестить лапки. И все. Уже опустить руки, можно ливать. На самом деле, без рофлов ситуация очень плохая. Для меня ситуация плохая. У меня нет маски 5 тира. У меня мало отхила из этих бусов. Эти бусы не так много хилят, как хотелось бы. Вот, кстати, смотрите. А, я минера напоследок присумонил. Чел спектру в двойку нашел. Чуть-чуть не... Видите, урона не хватает. Был бы Джаггер в тройку. И, кстати, неплохо, что я поставил жрецов. Неплохо все-таки, что я поставил жрецов. Я только что получил баночку. У меня, кстати, 27 хп, и есть еще баночки. А чел себе нашел спектру. А можно я Джаггера найду в тройку, пожалуйста? О, Всевышний бог рандома. Я ною тебе на то, чтоб мне пришел Джаггер в тройку. Я ною. Ною. Я проливаю мужицкий дождь. Приди мне Джаггер в тройку. Молю. Ну, надеюсь, мои молитвы будут слышны. Вот, кстати, еще одна нежить. Кстати, почему я сейчас не скипал жреца и не оставил Марса? Хотя я мог оставить Марса, чтобы у меня было немножко больше брони против физического урона, такие, ну, такой как нежить и тому подобное. Я не сделал этого, потому что мало ли мне придется перестроиться в жрецов. Ну, мало ли. Не факт. О, спасибо. Дай бог тебе здоровья. А теперь можно мне орк-жрец придет? Ой, орк-шаман, кстати, пришел. Бог рандоме меня услышал. Спасибо тебе, Всевышний. А теперь смотрите.
У меня есть Горн, у меня есть 4 бога, у меня есть 4 шамана и у меня есть 6 орков. А теперь к плюсам. Во-первых, меня не ваншотнут. У меня много хп. Поэтому, когда придет ко мне убийца-ведьмак, ему еще нужно будет попотеть немножко с этим, чтобы вынести моих ребят. У меня все-таки много хп. Даже под убийцей-ведьмаками у него будут проблемы. А, так он не через Эмбера играет? А через кого? Через Спектру? Интересно. А вот, кстати, охотник. А, нет, убийца. Два Абаддона присумонил в тройку. Боже, как я обожаю наиграть на шаманах. Как же это сильно. Умри. Отлично. Вот то, о чем я говорил. Щит 5-го тира. Это картинка была. Как же... Это обидно. Это обидно. Это была картинка. Я надеялся, что я его вынесу. Это была картинка. В самом деле, из всех самый проблематичный это убийца-ведьмак. Но так как у него нету нормальных убийц, и он керит почему-то Спектру, для меня это загадка, конечно, но это его выбор. Скорее всего, после этого раунда мне нужно будет полностью сролиться. Баночки я не юзаю, если что. Мне, кстати, за этот момент писали в комментариях, я их сейчас не юзаю, потому что чем меньше у меня сейчас хп шахматиста, тем, соответственно, баф орков намного сильнее становится. Я бы очень хотел, чтобы мне пришли мои два шамана в двойку, потому что, когда они придут, у меня будут намного сильнее фигуры. Но больше всего я сейчас хочу, это чтобы ко мне пришел Джаггер. Ну, можно еще орка-жреца в двойку. То есть, Джаггер в тройку, орка-жрец в двойку. Хотя бы так. Надеюсь, мне сейчас хорошая шмотка упадет. Мне нужно алое сердце в идеале. Понятно. Еще лучше. В самом деле, это хороший предмет, указание шторма, но он мне не нужен. Чтоб ты долго жил. Чтоб ты долго жил со своей цепочкой. Живи долго и счастливо. Яйцо я тратить не могу. Яйцо мне надо. Цепочка это вроде неплохой предмет. Да, это контроль. Да, это урон к крутилке. И чем больше, соответственно, магического урона у меня будет, тем, соответственно, лучше. Но алое сердце, радик, щит 5-го тира на отражение, маска 5-го тира, бессмертие — это обязательные предметы. Все. Ну, бессмертие такое 50-50, но лучше все-таки бессмертие оставить. И 3-го тира бы желательно взгляд Азеса еще иметь, потому что вы будете всех дебафать на 50% от хила и 50% скорости атаки. А это, извините меня, ну, много. Это немало, это очень много. Ой-ой-ой-ой-ой. Это сейчас больно было. Вот видите, мне не хватает урона. В предыдущем раунде я его вынес, в этом раунде я его не вынес. Это, конечно, круто. Но попрощаемся, ладно, с жрецом. Надо попробовать полностью сролиться сейчас. Спасибо, Джаггер пришел. Бог ты мой. Орк-охотник. Может, мне придет сейчас хан в двойку. О, еще один Джаггер. А можно еще одного? Пожалуйста. Я не могу вот этих ребят скипнуть. Но Джаггер мне... О, спасибо. Спасибо. Все. А вот теперь игра станет немного попроще. Я бы даже сказал, на уровень проще. Так какой фура? Шаманы, усилитесь, пожалуйста. И пусть мне шаман лавы придет уже в тройку. Так, сколько мне хп? А, тю. Короче, я только что подумал, что восстановил 5 хп за все банки. Оказывается, я восстановил сколько? 13 хп, по-моему. Да? Не, 14 хп восстановил. У меня же оставалось 16, сейчас 14 восстановил. А, кстати, обратите внимание, какой у меня стильчик на Джаггера. Я с боевого пропуска пропустил, хотел сказать. Получил стильчик. Правда, пока что на одну фигуру, но ничего страшного. Пусть будет пока что хотя бы на одну фигуру. А вот, кстати, и муэрточка. А чё, как муэрточка, как дела? Бывает.
Минус одна нежить. Как жалко. Ну, вот хотя бы усиление пришло. Как же жалко. Минус одна нежить. М. И скипнуть я ничего не могу. Обидненько немного. Немного, но обидно. Кстати, орк-жрец в двойку. Мне, кстати, расстановку надо поменять сейчас. Сейчас продолжим, погодите. Мне надо расстановку сначала поменять и продолжим. А еще, кстати, один момент. Вдруг кто не понимает, почему именно сейчас так делаю. Смотрите, у него керри спектра. И надо, чтобы в радиусе одной клетки, там плюсиком, вот так вот, плюсиком, не было никого. Ой, не было никого. Надо, чтобы был народ. Тогда спектра будет иметь минимальную мощь. Ой, еще один. А что там по нежити? А что там по винстрику? А что такое? Как это так имба не затащила? Минус 40. Не злорадствуем. Приди. Ну. Обидно. А был бы, кстати, у меня сейчас орк-чернокнижник, я, возможно, бы попробовал бы сделать еще 2 чернокнижника. Хотя от этого толку маловато было бы. Я бы просто поменял бы орка-охотника на орка-чернокнижника и суммонил бы големов, которые нереально сильные, нереально много имеют магического сопротивления, еще и чистый урон. Чел там такой, а что происходит? Я не знаю, на каком языке он разговаривает. Понятно. Он ноет о том, скорее всего, то, что у него всего лишь 2 спектры. Но это пока что я тогда думал, но, скорее всего, он пишет о том, что у него 2 спектры, а третью найти он не смог, даже яйца не появилось. А вот, кстати, из плюсов еще Джаггернаута. Весь магический урон идет лесом. И смотрите, что происходит. Боже, как много урона. 14 тысяч урона на... Еще минус нежить. Честно, я обожаю над таким наблюдать. Обожаю. Я думаю, каждый, кто сейчас смотрит этот ролик, получает максимальное наслаждение от того, как отлетает нежить. Кстати, я не договорил, договорю еще раз. Почему я сделал такую расстановку? В радиусе плюсика, естественно, да, вот такого плюсиком нельзя делать, чтобы было пространство. Если будет пространство, то спектра будет наносить двойной урон. А этого нам не надо, так как там чел еще играет на убийцах-ведьмаках. Этого нам не надо. Этого нам не надо. Надеюсь, конечно, что мне сейчас орк-шаман придет. Один и второй. Чтобы у меня был шаман лавы в тройку, а дизраптор был то в двойку. Такое нам надо. И такое нам надо. Так, ману тебе. Тебе вот это. Возвратку тебе. Это мне. И давай, маска 5-го тира. Маска 5-го тира. Я не могу Радик скипнуть. Не могу. Вот не могу и все. Я не могу скипнуть Радик. Знаете почему? Объясню. Во-первых, это чистый урон. Во-вторых, это миссы. В-третьих, из-за того, что это много чистого урона, я, соответственно, отхиливаюсь благодаря этим бусам. Бусы не бесполезны. Ну, кстати. А знаете, что я только что заметил? Что когда шамана перевоплощается, то духи спектры, они пропадают. Вот этого я не знал. Так, минус убийца-ведьмак. Не, ну это не рабочая синергия, боги-орки. Не рабочая. Вот, кстати, чел с Муэртой в двойку. Не повезло пареньку. Ну бывает. На винстрике не смог на нежити свои сыграть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж. А я вот не нашел орка-шамана в двойку. И Зевса в двойку не нашел. Плохо как. Ой, как плохо. Я так сочувствую этой нежити. Так сочувствую.
Аж слеза на глазах. Это так, делаю расстановку, у него все равно спектра нету. У него есть Энигма, но нет спектра. Ну что, поиграем, молодой? Конечно же, поиграем. Удивлен? Ни грамма. Он нашел мою эрту в тройку. Я только сейчас заметил, что он нашел мою эрту в тройку. И чё? А ничего. Даже с такими предметами она ничего не смогла. Минус 27 тебе на лицо, молодой. Поиграл на нежити? Жалко, что ты в топ-2 остался. Лучше бы ты в топ-4 отлетел со своим стриком. Но не получилось. Не получилось. Давайте сейчас посмотрим. Но у него неплохая муэрта. А тут Башер есть. Тут там вообще у него убийца ведьмак заряженный. Мне очень повезло, что он вылетел. У меня такого Джаггер. Ну, что ж. Вы сами все прекрасно видели. Мне даже здесь добавить нечего. Бой и орки шамана плюс гор. Сильная синергия. Вариаций куча. Смотрите. Плюсы. Что можно сделать из богов орков? Можно перейти как фуловых шаманов. Сделать 4 орка. 6 шаманов, 4 бога. Либо же сделать... Даже убрать орков, поставить 6 шаманов, 4 бога и 4 горна. То есть с орков можно перестроиться в что вы хотите. Чуть, ну, ладно, не во что вы хотите, а много вариантов есть. Много вариантов сборов, которые вы можете предложить богам оркам. И, соответственно, бой и орки дают вам возможность, потому что каждые фигуры со старта, они полезные. Кроме Акса. Акса я не люблю. Бесполезный персонаж с бесполезной способностью, которую агрит в радиусе квадратика. Спасибо. Вкусно, замечательно. Бесполезный. Просто бесполезный. Ладно, я его просто не люблю недооценивать. Вот. Вы можете на богах-орках перестроиться в тех же самых жрецов, шаманов, либо боги-орки, чернокнижники. Короче, что вам душа пожелает, то вы можете перестроиться. И напишите в комментариях, что вот можно добавить к богам-оркам. То есть, что вот нужно для богов... Вот в какую синергию можно еще перейти из богов-орков. Вот как бы ваши варианты, используя, соответственно, орков. И чтобы это было минимально затратно. На богах-орках вы сами видели, комфортно играется. Джаггер, крутилочка, суммоны, все как надо, воины, ну, прям песня. Добавить мне особо здесь даже нечего. Вот вам, перед вами билды. Вы видели, с кем я остался. Даже я уверен, что если бы чел нашел спектру в двойку, я бы, скорее всего, его затащил. У меня огромный Джаггер, огромное количество хп. А ему нужно... Ну, у него хорошие предметы, они не бесполезны. У него хорошие предметы. Но я сделал еще расстановку такую, что его спектра, они максимально импактные. Был бы у меня взгляд Азеса, то там вообще все, караул хавайся, сушите весла. А, ну, кстати, у меня же еще маски 5-го тира не было. Была бы у меня маска 5-го тира, то там забейте. Там без шансов было для всех. Ну и, соответственно, вот чел на муэрточке в троечку не смог поиграть. Хотя шмотки у него, ну, не совсем керри шмотки, но довольно-таки хорошие шмотки, на которых он мог тащить. Тем не менее, он все равно на винстрике был. В принципе, все, мне нечего добавить, ребят. Единственное, что... Дайте мне полноценный фидбэк, как вам ролик. Не поленитесь. Вот уделите 30 секунд своего времени и напишите полноценный фидбэк, как вам ролик. Потому что я сильно придираюсь к себе, и мне важно качество ролика. Поэтому, ребят, жду от вас фидбэка. Понравился ролик? Лайк, комментарий и подписочка на канал. Цель 5000 подписчиков на ютубе. Телеграм-канал закреплен в комментариях. Там у нас чат комьюнити и новости по игре в целом. Также я пишу в своем личном блоге и тому подобное. О каком своем личном блоге пишу? Боже, что я несу? Веду свой личный блог, там чат комьюнити и новости по игре. Все. Как-то так. Всем огромное спасибо, всем удачи.